Привет, друзья! Вы на канале Кино HD. Строчка в новом трейлере Морбиуса поддерживает теорию о том, что вселенная Человека-паука-злодея Sony строит фильм «Зловещая шестерка». Фактически, это был первый трейлер Морбиуса, который предоставил доказательства этой идеи в первую очередь с его камео Майкла Китона. Учитывая, что Китон играет стервятника в Марвел, было сильное подозрение, что Sony объединила двух злодеев Человека-паука, чтобы создать зловещую шестерку. Первый трейлер Морбиуса не прямо подтвердит Spider-Verse, но характер Китона тот же один, где он играл в Человек-паук Возвращение домой, но это было широко распространено мнение, что его отливка в Морбиус не может быть совпадением. Также есть вопрос о Веноме, Тома Харди, и его общем значении для вселенной Sony. А после Морбиуса Sony продвинется вперед с Крэйвеном Охотником 2023 года, в котором Аарон Тейлор Джонсон изобразит Сергея Кравинофа, титулованного злодея Человека-паука и классического участника «Зловещая шестерка». Простого существования этих персонажей в этом мире было достаточно, чтобы «Зловещая шестерка» кажется самым очевидным будущим вселенной Человека-паука-злодея от Sony. Второй трейлер Морбиуса продолжил интригующую реплику персонажа Майкла Китона, где он сказал Морбиусу Джареда Лето: «Мы с тобой должны оставаться на связи». Если предположить, что его персонаж действительно стервятник, эта сцена хорошо согласуется с теориями зловещей шестерки, поскольку намекает на то, что Морбиус и стервятник снова увидят друг друга в ближайшем будущем. Идея о контакте двух классических злодеев Человека-паука, безусловно, станет еще одним большим шагом к тому, чтобы зловещая шестерка стала реальностью. Кроме того, могут быть другие персонажи, которые заинтересовали стервятник за кадром. Или, возможно, им еще предстоит встретиться с ним. Возможно, его следующая остановка будет там, где история Кравинофа приведет его в Кравино Охотнику, который может сыграть Юэл Киннаман или Джейсон Момоа. Второй трейлер Морбиуса продолжил интригующую реплику персонажа Майкла Китона, где он сказал Морбиусу Джареда Лето: «Мы с тобой должны оставаться на связи». Если предположить, что его персонаж действительно стервятник, эта сцена хорошо согласуется с теориями зловещей шестерки, поскольку намекает на то, что Морбиус и стервятник снова увидят друг друга в ближайшем будущем. Идея о контакте двух классических злодеев Человека-паука, безусловно, станет еще одним большим шагом к тому, чтобы зловещая шестерка стала реальностью. Кроме того, могут быть другие персонажи, которые заинтересовали стервятник за кадром. Или, возможно, им еще предстоит встретиться с ним. Возможно, его следующая остановка будет там, где история Кравинофа приведет его в Кравино Охотнику. Стоит отметить, что появление стервятника может быть не единственной уликой зловещей шестерки в трейлере Морбиуса. Пасхальные яйца Marvel Comics в газете подтвердили, что вселенная Человека-паука Sony может похвастаться большим количеством злодеев, чем те, которые официально представлены в фильмах. Носорг и Черная кошка где-то поблизости и могут быть доступны для членства. Двое, которых нанял стервятник, или другой персонаж, имели бы смысл, даже если у них нет своих собственных фильмов, по крайней мере пока что. Sony может не иметь намерения давать каждому участнику собственный фильм до того, как соберет команду. То, что Sony запланировала для Морбиуса и стервятника в отношении зловещей шестерки, может во многом зависеть от того, что в конечном итоге произойдет с Марвел и мультивселенной. Как стервятник из Марвел находится в Морбиусе? Как происходит катастрофа мультивселенной в Человеке-пауке нет пути домой? Все это загадки, которые могут иметь серьезные последствия для потенциального фильма «Зловещей шестерки». А вы как думаете, кто еще будет в составе «Зловещей шестерки»? Пишите в комментарии, и подписывайтесь на канал, ставь лайк, колокольчик, чтобы не пропускать важные детали фильмов и разборов. С вами был Кино HD, всем пока-пока.